Насколько вы доверяете своему браузеру? Люди используют браузеры для самых разных целей. В целом доверяют им большую часть своей личной информации. Теперь браузер становится идеальным средством для атак хакеров. Жертва может быть заражена и даже не знать об этом, передавая при этом личную информацию. В этом видео я наглядно покажу, как хакеры взламывают браузеры своих жертв и крадут учетные данные их аккаунтов, чтобы вы в будущем не стали жертвой подобных атак. Сейчас часто можно услышать, что мой Facebook взломали, мой Gmail взломали. Часто можно услышать новости о том, как у многих знаменитостей угоняют аккаунты. Очень часто люди бывают взломаны, открывая ссылки в социальных сетях или мессенджерах. Кто-то отправляет им ссылку под каким-то предлогом, и эта ссылка переведет их куда-то, и они совершат глупость и потеряют контроль над своей учетной записью. По статистике, большой процент людей используют одну почту и пароль ко всем учетным записям. В конце ролика я приведу эту статистику. Пока мы не начали, прошу поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить следующее видео. Для этого вида атаки мы используем хорошо известный специалистам по тестированию на проникновение инструмент BIF. BIF сокращенно от Browser Exploitation Framework. Это инструмент на проникновение, ориентированный на браузеры. На фоне растущей обеспокоенности по поводу сетевых атак на клиентов, в том числе мобильных телефонов, BIF позволяет профессиональному тестировщику на проникновение оценить фактическое состояние безопасности целевой среды, используя векторы атак на стороне клиента. BIF перехватывает один или несколько браузеров и использует их в качестве плацдарма для запуска направленных командных модулей и дальнейших атак на систему из контекста браузера. BIF имеет огромный потенциал. Это комбайн по эксплуатации браузеров, учитывая факт возможности делать снимки с камер, видеть, что набирают на клавиатуре, делать скриншоты, запускать фишинговые атаки, красть учетные данные и многое-многое другое. Теперь давайте приступим и установим BIF. Обновляем наши пакеты Update, Upgrade. После того, как все обновилось, вводим команду и устанавливаем BIF. Это займет какое-то время, совсем соглашаемся. После установки переходим в меню и запускаем BIF, нажав Start. Но лучше запускать не через меню, а перейти в каталог BIF и ввести следующую команду. Так запускается BIF и вдобавок происходит сброс базы данных. Тут хук URL, который вставляется в фишинговые страницы, подцепляет и зомбирует браузер жертвы. А это ссылка на сам интерфейс BIF, скажем так, админка. Копируем эту ссылку и открываем в браузере. Стандартный логин и пароль BIF, но при первом запуске вас попросят изменить стандартный пароль. Мы попадаем на главную страницу, на которой вы можете ознакомиться с описанием фреймворка. Также имеется ссылка на вредоносную страницу, которой я и воспользуюсь. Это очень простой сайт, но будьте уверены, злоумышленник создаст сайт, который вам определенно понравится и будет неотличим от подлинного. Также вы могли заметить, что страница размещена локально, но злоумышленник будет использовать реальную и, скорее всего, развернет сервер удаленно, чтобы вы его не обнаружили. Как хакеры это могут делать, я рассказывал в своем прошлом видео. Также с большой долей вероятности для этого вида атаки злоумышленник использует type-squatting. Type-squatting — это практика регистрации доменных имен, которые похожи на популярные или официальные домены. Приведу пример на домене Google. Может заменяться L на единицу или трубу, O на 0. И если это визуально хоть как-то можно определить, то злоумышленник может заменить латинскую букву O на кириллическую O, A на A. И визуально это будет вообще неотличимо. Если мы ее скопипастим, тоже ничего не изменится, но по факту ссылка будет в себе содержать часть пуни-кода. Нужно обращать на это внимание. С этим разобрались. Теперь я перейду по этой ссылке на тестовом ноутбуке, и как только атакуемый перейдет по этой ссылке, в панели BIF отобразится часть информации о жертве, IP, какой браузер, операционная система и так далее. А в этой вкладке мы можем видеть, какие виды атак можно произвести. В BIF уже все готово и не нужно делать много движений, что повышает успешность хакерской атаки. Давайте быстро пройдемся по малой части возможностей BIF. Fingerprint браузер. Сбор детальной информации о браузере и системе жертвы, включая установленные плагины, шрифты и другие параметры. Полезен для создания уникального профиля пользователя и обхода защитных механизмов. Доступ к камере. Может получить доступ к камере жертвы через уязвимости в браузере. У многих злоумышленников вызывает высокий интерес, так как сообщение можно модифицировать и склонить жертву к ее активации разными способами. Во вкладке эксплойтов, как мы видим, есть папки для расширения функционала модулями, те же камеры, роутеры, XSS атаки. Также есть конкретные устройства, на которые можно произвести атаки
например, выполнение удаленного администрирования. Во вкладке «Хост» есть модуль Detect Antivirus. Атакующий может уточнить, какой антивирус используется жертвой. Get Geolocation. Через этот модуль возможно определить местоположение с помощью API геолокации. Следующая вкладка Metasploit. Это один из самых популярных и мощных инструментов для тестирования безопасности и эксплуатации уязвимостей. Он также расширяется модулями. Во вкладке MISC есть Flutter и модули WordPress, которые могут создавать пользователя с любыми правами, и если человек авторизирован, узнать его почту, логин и так далее. Есть вкладка «Сеть». Здесь интересный модуль Detect Social Networks. Этот модуль определит, авторизирован ли подключаемый браузер в настоящее время в Gmail, Facebook и тому подобное. Во вкладке Persistence есть крайне интересный модуль Confirm Closed Tab. Он показывает пользователю диалоговое окно подтверждения при попытке закрыть вкладку. Если жертва нажмет «Да», то повторно отобразится это же диалоговое окно, тем самым удерживая пользователя на вредоносном сайте. Во вкладке Phone Gap можно показывать пользователю любое оповещение, по умолчанию это Game Over, проигрывать звуковой сигнал, проверить геолокацию, список контактов, файлов, записывать звук, загружать файлы и так далее. Но в этом видео нас интересует, как злоумышленники крадут аккаунты. Для этого процесса мы откроем вкладку «Социальная инженерия». И как видим, здесь тоже хватает модулей. Например, кликджекинг, который заставляет пользователя нажимать на скрытые кнопки и ссылки, выполняя действия без их ведома. Но нам потребуются модули для перехвата данных аутентификации. Это Google Phishing и Pretty Theft, она же симпатичная кража. В Pretty Theft можно выбрать диалоговое окно атакуемого аккаунта и выбрать цвет. Итак, перенаправляем жертву на страницу авторизации Google. Ничего не подозревающая жертва введет свой логин и пароль. И после подтверждения ее редиректит на реальную страницу Google. Она может подумать, что ввела неверные данные или еще что-то, но это уже не важно, так как во вкладке логов уже все записано. Мы видим все нажатия, такой себе keylogger, все, что ввел юзер, как на ладони. Теперь давайте вернемся и рассмотрим модуль Pretty Theft. Человек может перейти на фейковую страницу Facebook и в какой-то момент он видит форму истекшей сессии. Как и в предыдущем варианте, вводит логин и пароль, пусть будут все девятки. Теперь возвращаемся во вкладку логов и видим все те же данные, которые мы ввели. Вот они наши девятки. Еще бонусом покажу, как через BIF злоумышленник может загрузить на ваше устройство вредоносный файл обманным путем. Делается это посредством всплывающего оповещения. Текст может быть произвольным, прописывается вон вот здесь. А также размещается вредоносный файл по ссылке вот здесь. После запуска атаки у юзера появится оповещение, в данном случае о недостающем плагине. И кнопка, на которую нужно нажать для решения этой проблемы. Что произойдет дальше, на самом деле трудно догадаться. То, что мы рассмотрели, даже не сотая часть того, что может этот фреймворк. В рамках одного видео мы не можем разобрать все случаи, варианты атак и все множество модулей, предоставленных в BIF. Но если вас заинтересует какой-то вектор атак, какие опасности он влечет для пользователя и как от них защититься, пишите в комментариях. И напоследок обещанная статистика. Около 65% людей используют один и тот же пароль для нескольких или всех своих учетных записей. 24% людей используют очень простой пароль, который легко угадать, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY или просто password. 51% опрошенных пользователей признали, что используют один и тот же пароль для бизнес и личных аккаунтов. 55% людей используют 5 паролей или меньше для всех своих учетных записей. Если какой-то пункт из этой статистики касается вас, исправьте это. В противном случае, потеряв контроль над одной учетной записью, вы потеряете все остальные. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся.